Друзья, приветствую вас. Это утренний обзор. Давайте рассмотрим основные события, которые ожидаются, как это повлияет на курс рубля, курс доллара, курс евро, и что нас ждет сегодня в первой половине дня, в течение дня, куда пойдут котировки и что будет. Так, ну давайте начнем. В Америке Морган Стэнли прогнозирует, что если вопрос с предоставлением помощи Конгресс не утвердит американский, то это отсрочит выход из рецессии еще на 6 месяцев. Правда, непонятно, когда будет достигнуто дно. Так, ну вот Citigroup и другие финансовые структуры США после пандемической паузы начинают сокращать рабочие места. И, кстати, постоянно появляются заявления, что удаленные рабочие места, сотрудники, которые работают удаленно, они не столь эффективны, как те, кто работают в офисе. Но здесь сложно сказать, потому что это все зависит от самодисциплины человека. Может быть, для среднестатистических людей действительно это правда, а может быть, это просто предлог для того, чтобы порезать тех сотрудников, которые переведены на домашнюю работу, то есть которые работают удаленно и, соответственно, ищут предлог, под которым надо начать сокращение. Вы неэффективны, все. Так, ну вот американская комиссия по ценным бумагам начинает расследование по поводу компании Никола, то, что связано с короткими продажами. Вот. Ну, обратите внимание, как оперативно в Америке финансовая структура. Во-первых, она выделена, это отдельная структура, которая нормальная структура, контролирующая финансовые и фондовые рынки. Это не какой-то монстр воедино срощенный. Во-вторых, она действует очень оперативно, очень точно, и она достаточно четко ловит за руку и наказывает манипуляторов. И, в общем-то, это и есть пример адекватно работающей системы, которая регулирует финансовый и фондовый рынок. Там нет работающих династий, там все определяется эффективностью и возможностью решать вопросы с регулированием рынка. Так, ну и теперь Россия. Нью-Йорк Таймс узнала о планах Алексея Навального вернуться в РФ после выздоровления. Ну, на самом деле, это более чем естественный шаг, потому что Навальный и Россия – это как Фродо и Кольцо. И в этом как раз и есть очень большой риск. В том, что такой человек, если он доберется до власти, это опять будет вождизм. То есть нам надо, по идее, сделать так, чтобы все было сменяемо, ответственно и саморегулируемо, а Навальный, при всем моем уважении к его персоналии, это все-таки человек, который ориентирован на харизму и на вождизм. СМИ узнали об обсуждении Германии санкций против России, но это вполне естественно. Сейчас эти санкции будут обсуждать достаточно долго. С другой стороны, я думаю, вероятность того, что будет какая-то жесткатина введена, я думаю, она не очень большая до американских выборов. Да здесь, в общем-то, и осталось не так много. Осталось только ввести персональные санкции против конкретных лиц во главе государства. Осталось ограничить или запретить продажу природных ресурсов. Ну и в последнюю очередь, что будет сделано, это отключен SWIFT. Но SWIFT, я думаю, никто с желанием гореть отключить России SWIFT не будет. Это самая крайняя мера. И поэтому, ну да, обсуждают санкции, но, скорее всего, эти санкции, они будут чуть попозже. Сейчас, скорее всего, будут пугать, а основной хардкор начнется ближе к ноябрю или после ноября, когда американские выборы случатся. Так, вот на финансе статья ЦБ предсказал России 3 года валютного голода. Ну, на самом деле, все равно, что ЦБ предсказал, и так понятно, что цены на энергоносители упали, существенно расти они будут маловероятно. Объем продаж упал энергоносителей и сырья и, скорее всего, будет, ну, не будет отскакивать до тех уровней, которых был. Поэтому здесь не надо быть никаким магом, волшебником и никаким провидцем для того, чтобы и так было очевидно, что будет проблема с валютой. Соответственно, проблема с валютой – это проблема с покупкой товаров с прибавочной стоимостью, то есть техника, одежда и так далее. Вот, соответственно, это все будет ухудшать качество жизни граждан, в том числе и среднего класса, и, соответственно, будет усиливаться в обществе расслоение. То есть те, кто имеет отношение к госслужбе, будут богатеть и набухать, а те, кто не имеет такого доступа, у них ситуация, скорее всего, будет ухудшаться. Вот. Но, кстати, вот здесь ссылочка приведена, я ее открыл, там я такого материала не нашел. То ли некорректно проведена ссылка, то ли ЦБ ее убрал.
потому что там только доклады о кредитно-денежной политике. Так, ну и вот, в общем-то, как раз из этого доклада ЦБ, но не из этого, там другой файлик лежал, ожидание ЦБ, прогноз по инфляции, валовому внутреннему продукту. Ну, насчет 2021 года 3,5-4,5% это у них достаточно оптимистично. Я думаю, инфляция в год, ну, если будет девальвация, то инфляция будет явно не 4%. Если рубль уходит на 100 долларов, на 90-100 долларов за доллар, то, соответственно, никаких 4% здесь речи не будет. Так, ну и вот вырезка из кредитно-денежной политики ЦБ, там же она на сайте лежит. Текущая ситуация с инфляцией и со ставками такова, что маловероятно, что ЦБ будет еще резать ключевую ставку. Скорее всего, она останется на таком же уровне, или они даже, может быть, ее начнут уже и увеличивать. Вот. Но тут как бы объективная реальность такова, что на текущий момент времени, судя по всему, исчерпали лимит снижения, исходя из тех индикаторов, которыми они пользуются при принятии решения. Так, друзья, дальше давайте посмотрим, что у нас с позициями по фьючерсам на ММВБ. Так, юридические лица вчера сделали ставку на то, что рубль будет укрепляться к доллару. Евро-рубль, такие же ожидания, то есть они ожидают, делают ставку на то, что рубль будет укрепляться и к евро. Евро-доллар, здесь ожидание на то, что евро будет расти к доллару. Так, а вот здесь, как это ни парадоксально, по нефти ожидают продолжение снижения цен на нефть. Так, золото, по золоту, судя по всему, делают ставку на отскок и рост золота. По серебру схожая ситуация, то есть ожидание роста серебра. Так, РТС, здесь боковик. Ни туда, ни сюда. Так, китайский фондовый индекс. Сегодня он растет, отскакивает. Ниже движение не пошло. И, судя по всему, сейчас будет формироваться отскок, цель которого сходить вот сюда, к верхней границе 4880. Вот, если это движение произойдет, это будет позитив для Чермета, ну и вообще для мировой экономики и фондовых рынков. Так, индекс доллара, но здесь жесть жесточайшая. Сначала дошли, попытались продолжить рост, до уровня так и не дошли. Сейчас идет возврат на 90, но 93 уже пробили. Вопрос, закрепится, не закрепится. Вот, соответственно, то есть, если 93 пробивает и здесь начинается устойчивая проторговка, то тогда у нас возникает движение, импульс на 92.35. Это было бы очень хорошо, потому что для Emerging Markets и для российского фондового рынка это позитив. Это приток денег в рисковые активы. Правда, на нефти это пока позитивно не отображается. Итак, индекс доллара, но здесь, судя по всему, у нас будет продолжаться боковик. Потому как пока доллару не дают расти, пробить вот эту крышечку, уйти наверх. Но в то же время, видите, здесь тоже внизу есть вполне как бы зона, где он сдерживается. И поэтому вот в этом боковике, скорее всего, движение в ближайшее время и продолжится. Даже, наверное, будет более поджатый боковик 92,7, 93,65. Вот этот диапазон. Так, нефть лежит на сильном уровне. Фигура технического анализа СОМ залег на дно. Это шутка. Так, ну здесь на самом деле, с учетом того, как ее держат, и ни туда, ни сюда, здесь какие-то опыты по некромантии проводят. Потому что, ну что вот ей на этом уровне лежать? Либо пробили и сходили на 35, соответственно, реализовали задачи, которые остались, или надо отскакивать. То есть вот для меня вот эта ситуация, она пока не вполне понятна. То есть почему так происходит. То есть кто-то сдерживает, видимо, у кого-то привязки то ли деривативов к этой цене, то ли это какая-то критическая цена для получения более или менее приемлемой прибыли при добыче и продаже нефти. Так, золото. По золоту у нас пошло восходящее движение. Соответственно, здесь первая цель движения будет 1990. В идеале отсюда движение сначала на 2040, потом тестирование 2100. Так, по часовому таймфрейму мы пробили вот здесь двойную вершину.
Соответственно, у нас либо сейчас пойдет ускорение движения на 1990, либо вот эта свечка, она вполне может стать разворотной и последует корректирующий откат, первая цель которого 1970. В случае, если здесь не удержится это коррекционное движение, пойдет возврат на 1965. Так, далее рубль-доллар. Но здесь вот у нас пошла разворотная формация на рост доллара против рубля. Почему-то юрики, правда, делают ставку на то, что рубль будет продолжать укрепляться. Завтра у нас еще аукционы ОФЗ вроде бы должны быть. Возможно, под это дело попытаются опять всякие непонятные эксперименты с удержанием курса рубля в определенном диапазоне проводить. Так, сейчас на текущий момент времени. Так, ну вот по 4-часовику здесь сейчас вполне может быть разворотное движение вниз и укрепление рубля. Это происходит в случае пробития уровня 75.05. О нем мы ранее говорили, об этом уровне. Соответственно, если на объеме будет пробитие и закрепление, отсюда формируется импульс движения, цель которого потестить 74.6, 74.5, вот сюда, вот этот диапазон. Вот если этот диапазон будет все-таки пробит сегодня, то в этой ситуации вполне вероятно мы увидим укрепление рубля, цель движения будет 73.6, 73.7. Вот. Пока здесь картина, она не до конца ясна, и мне кажется, здесь наиболее оптимально опираться на то, что будет пробито, какие существенные уровни. Вот на 4-часовике здесь указание на то, что будет движение вниз на укрепление рубля. Если таковое разворачивается и уровни пробиваются, в том числе диапазон 74.6, 74.5, то мы можем увидеть очень существенное укрепление рубля. Вот. Если же у нас все-таки здесь пойдет отскок, то, что на часовом графике мы наблюдали вчера вечером. Так, это у нас здесь разворотная формация. И отсюда цель движения первая находится на 75.6. И следующая цель движения это вот этот диапазон в районе 76. В каком случае это будет реализовано? Если с утра на открытии пойдет движение вверх и пробой на объеме 75.3, 75.35. Если таковое происходит, весьма вероятно, что будет сформирован импульс движения вот сюда, в этот диапазон. Если же на открытии мы получаем импульс с пробитием 75.05, то у нас весьма вероятно мы в первой половине дня увидим движение, цель которого будет потестить диапазон 74.5, 74.6. Вот сюда вот. Вот такая непростая ситуация. Так, далее рубль-евро. По дневному таймфрейму здесь у нас, как мы с вами смотрели, должно идти движение, цель которого 90. И действительно, часовой таймфрейм указывает на то, что отсюда пошел импульс, который вчера не реализовался, и цель этого импульса сходить в район 89.5, 89.6. Вот сюда вот, уже повыше чуть-чуть цель. Вот. В каком случае это произойдет? Это произойдет, если на открытии мы пробиваем на объеме 89.4. Вот пробитие данного значения будет указывать на то, что пойдет движение сюда вот на тесты пробития этой вершинки. И если такое произойдет, то цель движения 89.9-90. В том случае, если будет откат и мы увидим пробитие 89.1, 89.07 вот этого диапазона, то здесь у нас развивается укрепление рубля и цель движения будет в район 88.6, 88.7. Вот сюда вот. Ну, вообще технически по часовику картина указывает на то, что должно состояться ослабление рубля и к евро, и к доллару. Но мы с вами видим, юрики сделали ставку на шорт, то есть на укрепление рубля и к доллару, и евро. И наиболее вероятно, либо будет какой-то обманный задерг вниз, либо мы в первой половине дня действительно укрепимся, и рубль пойдет укрепляться и против доллара, и против евро. Призываю вас ориентироваться на уровни, которые, если пробиваются, то инициируется импульс движения в ту или иную сторону. Все, друзья, спасибо за внимание.